Ну, я Если... плакала каждый день. Зато у меня приобрелась психологическая травма. Кому вы там нужны, будете мыть туалеты. Начинала сравнивать, что у меня было до и на что я променяла. Нас обижают. Сексистские шуточки отпускают. Здравствуйте, вы на канале Дмитрий и Елена. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Дмитрий. И о чем мы сегодня поговорим? Давай поговорим о депрессии, ностальгии, всяких психологических сложностях, проблемах, с которыми вы можете столкнуться в эмиграции. И Хорошо. как не развестись в эмиграции. Мы слышали много случаев про то, как людям было тяжело, про то, как люди разводились. Не выдерживало сердечко русского человека эмиграции. Да. Да. Кто мы такие, почему нашему мнению можно доверять? Вообще никакому мнению нельзя доверять. Никому не доверяете. Нам можно. Мы профессиональные мигранты. Мы уже пожили в 3 странах и не собираемся на этом останавливаться. Да больше, чем в 3 странах. Ну, я не считаю странной нашего детства, взросления. Окей. Где мы были разумны, где это было наше решение сменить страну, а не там, где наши родители нас возили по миру. И раз мы разговариваем про психическое здоровье, нужно подготовиться к этому разговору и выглядеть подобающе. И вот теперь мы одеты подобающе для данного разговора. Как видите, сохранить ментальное и психическое здоровье в эмиграции достаточно сложно. И мы теперь можем рассказать, как мы справились, нашу историю, как мы справились со всеми трудностями, а они были. Не все еще справляемся. Ладно, давай. Немножко жарко. Разговаривает тот, у кого глазик. Хорошо, разговаривает тот, у кого глазик. Давай начнем сначала. Так разговаривает тот, у кого глазик? Давай начнем с того, как отреагировало наше окружение на нашу идею эмигрировать. Наши родственники и друзья. Для начала наше окружение отреагировало образом, что это было минимум понимания, максимум неудовлетворения нашим поступкам. Причем мы же выбрали самое удаленное место от нашей локации. Это Новая Зеландия. Куда же дальше-то? Вкратце. Так как у нас были нормальные должности, мы нормально зарабатывали в России, все не поняли еще, и мы вдруг решили куда-то свалить. Мы пытались предоставить наши аргументы в пользу, почему бы нам не попробовать, если есть возможность. Но так, никто, конечно, не понял. Были стереотипные фразочки про кому вы там нужны, будете мыть туалеты и так далее. Честно, на самом деле как-то было удивительно, потому что такого я не ожидала. Я думала, это просто анекдоты. На самом деле нет. Ну, в итоге все равно мы сделали то, что хотели, потому что это наша жизнь, и мы делаем то, что мы хотим по жизни, а не делаем то, что от нас ожидают окружающие. Это первое правило. Думайте о себе. Будьте здоровым эгоистом, но главное, чтобы ваши поступки не мешали окружающим. Ваша очередь. С моей стороны было немного безразличия и немного непонимания. Больше, конечно, злились на Лену, что она увезла сыночка. Но мое психическое здоровье оказалось, ментальные силы оказались чуть сильнее, чем Ленина. Поэтому мне в эмиграции было немножко полегче, потому что, во-первых, я почти сразу нашел работу, даже это был парт-тайм, но все равно мне было чем заняться. И у меня не было таких завышенных ожиданий изначально. Я очень быстро подстроился под новую среду и, скажем так, больше перешел в режим. Работаем с тем, что есть. Да, мы немножко рассказывали, почему мне не понравилось в Новой Зеландии изначально, потому что это... Смотрите наши предыдущие ролики. Вкратце расскажу, что мне как-то не очень повезло с учебным заведением и с группой. Ну, или просто я, наверное, правда ожидала что-то большего, чем то, что было. То, что мы жили в центре города, в центре Окленда, он немножко такой грязный. Как вы слышите новости там, про центр Лос-Анджелеса, что везде бомжи, все обоссано, полиции дела нет до этого, потому что типа у них лайфстайл. То же самое было в центре Окленда, в Новой Зеландии. Мне это не очень зашло. Лена была больше предоставлена сама себе, потому что у меня была учеба, а потом у меня была работа. Да, я после учебы возвращалась в отель, в маленькую студию, и начинала сравнивать, что у меня было до и на что я променяла. Я хотела окончить свою учебу, хотела все-таки попробовать найти работу, поработать, чтобы было что сравнить и что потом рассказать, и потом уже делать выводы, возвращаться или дальше продолжать там жить. У нас не было такой какой-то нужды уезжать,
убежать от чего-то, там, никаких преследований или материальных проблем. Мы просто хотели попробовать, как это пожить. Поэтому, окунувшись в жизнь в Новой Зеландии, жизнь в центре и опять вернувшись к тому состоянию, что вы студенты, вы экономите деньги, они кончаются, работа даже part-time, это немножко уменьшило скорость потребления наших денег, которые у нас были, но это все равно было не идеально. Лена пыталась тоже найти part-time работу, но ей намного тяжелее было. Потому что я бухгалтер. Да, потому что я все-таки айтишником part-time было проще найти, чем бухгалтером part-time. Плюс еще айтишное образование, оно более универсальное. В бухгалтерии они смотрят на местное, либо на потому похожее. что в бухгалтерии нужно знать местное законодательство, местные стандарты бухгалтерского учета и местную специфику. В какой-то момент мы даже думали вернуться обратно. Я даже разговаривал с предыдущим работодателем, и они были готовы принять меня обратно. Мы уже рассматривали, как купить билеты, сколько стоит. Но в какой-то момент просто решили, что нужно... Да, раз уж начали, надо заканчивать. Тебе подвернулась работа, и мы решили, окей, значит, и в целом, как нам удалось сохранить брак. Я со своей стороны очень поддерживал Лену. Даже в ее желании вернуться в Россию. Я не сильно этого хотел, но я видел, что Лене здесь не нравится, Лене здесь некомфортно. Ну и поскольку страну можно поменять, а жену поменять тяжелее, да, я... В принципе, ее поддерживал в любом решении, в котором она думала, что ей будет лучше. Что я могу сказать? Очень часто в эмиграции люди разводятся, на самом деле. У нас много знакомых, которые разошлись или развелись, переехав куда-то в другую страну. Все-таки главное поддерживать друг друга, разговаривать и понимать, какая причина была отъезда. Тоже параллельно не нужно обрубать полностью все концы и сжигать мосты, связанные с твоей страной. Не нужно продавать все имущество, которое там есть. Потому что всякое может случиться, может не понравиться, может не получиться. И чтобы всегда можно было вернуться обратно. Примерно на тот же уровень, который и оставался. Иммиграция, если никаких прям серьезных проблем в изначальной стране проживания нет, то это такой должен быть мягкий процесс. Накопили денег и на эти деньги поехали. Ну, конечно, самое главное помнить то, что да, вы переезжаете как семья, и это испытание, которое достаточно тяжелое. Как Лена сказала, очень многие это испытание не проходили и просто разводились, потому что действительно в эмиграции вы больше... Наверное, может быть, больше общаетесь с друг другом? Так как больше общаетесь, замыкается общения. круг, у вас нет друзей, с которыми вы можете уйти и пожаловаться на своего партнера. Как во время ковида. Почему было много разводов? Потому что люди остались сами с собой и начали 24/7 общаться. Также и в эмиграции первое время, да, это будет постоянное общение, а сбежать там некуда, денег там не очень много, чтобы пойти, не знаю, куда-то в бар. Ну и в целом, да, начинают вылезать именно, что если одному партнеру не хотелось переезжать, и он просто поехал за компанию, и ему не нравится, мы оба хотели переехать. Я чуть-чуть, Лена сильнее. Поэтому у нас, скажем так, мы в едином русле. И мы, переехав, мы понимали, что мы делаем. Поэтому меня это и останавливало возврат в Россию, потому что я не сделала в эмиграции то, что я планировала сделать. Я хотела отучиться, окей, я отучилась. Потом я хотела поработать, и я еще не имела опыта работы за границей, и я не могла уехать. Это для самой же себя. Это не то, что мне бы кто-то там из родственников или из знакомых сказал, ну что, не получилось, да? Нет, просто я поставила себе цель, значит, это моя цель, я должна это выполнить. Меня вот это останавливало. Иногда приходится делать то, что не хочется. Так как мне не очень было комфортно, мне не хотелось там искать работу. Но в итоге, найдя работу и пообщавшись уже больше с местными людьми с разных стран, я поняла, да, не так уж и плохо. Да, люди везде люди. Просто говорят на другом языке, немножко другие традиции, немножко другие привычки. Все поддерживали. Да, все понимали, все, в общем-то, адекватные были. И мы уехали с центра за город, вообще стало хорошо. Ну, пока мы жили в центре, у Лены была депрессия. Это, конечно, была не клиническая депрессия, при которой... Никто ее не ставил. Это, скорее, психологическое выгорание. Ну, не выгорание, но просто очень сильное разочарование, очень сильная именно фрустрация по поводу того, что все произошло и как все идет. Я плакала каждый день, иногда пару раз. Мне ничего не помогало, ни спорт никакой, ни поговорить. Ну да, мы постоянно разговаривали, по ночам очень
часто разговаривали, просыпались, потому что я просыпался. А я плачу. Да, Лена плачет. Это было достаточно такой тяжелый Кстати, травматический мне кажется, стресс. с Новой Зеландией мы стали больше разговаривать. Потому что в России у нас особо проблем нет. У нас были свои дела, работа, дом. И мы особо не разговаривали. Мы приезжали домой и садились каждый со свой компьютер. Или дорабатывать работу, или ты свой YouTube смотрел, я свой YouTube смотрела. Может быть, или играли, в лучшем случае, вместе. А с Новой Зеландией мы начали больше разговаривать, на самом деле. Что еще хочу сказать? Те, которые разводились и расходились пары, чаще всего это те, у которых уже были какие-то проблемы. Но иммиграции, так же, как и с детьми, проблемы семейные не решаются, они только усугубляются. Поэтому это приводило к расставанию. И очень часто слышала истории, когда кто-то один хотел, например, переехать в Америку, выигрывал грин-карту, второй уже так прицепиком, приходилось расписываться для того, чтобы переехать обоим по грин-карте. И чаще всего тот второй, который был прицепом, он понимал, что это не его мечта, не его желание, не его цель, и собирал обратно вещи и возвращался. Так что делайте выводы и решайте сами, что вам важней. Зато у меня приобрелась психологическая травма. Я стал убираться на кухне. Там, поскольку там была моя, это студия, то есть там, грубо говоря, кровати у тебя, это даже не студия, это студия-отель, не знаю, как это сказать. Ну, это апарт-отель, это как одна комната. Апарт-отель, да, то есть это комната, в которой у тебя и кровать, и кухня, и все. И поскольку тяжело было видеть, в каком состоянии Лена, и вести эти разговоры, то есть я начинал что-то делать просто, чтобы механически отвлечься. И наводил порядок. И наводил порядок. И вот с тех пор у меня, когда именно какая-то психологическая нагрузка, или я хочу как-то отвлечься, я просто иду на кухню и убираюсь. Там, не знаю, вытру плиту еще раз. То есть появился такой... Ну, это не самая плохая. Не самая плохая психологическая травма, но мы это недавно, какое-то время назад заметили, что если мне что-то дискомфортно, я что-то не хочу, я ухожу на кухню и начинаю убираться. И в целом мне после этого непоседливым я стал, скажем так. Мне тяжело, не знаю, полчаса-час ничем не заниматься. Я могу посидеть полчаса, не знаю, повтыкать YouTube, но потом уже понимаю, что нужно чем-то заняться. Это у меня тоже, по-моему, с Новой Зеландии началось. Ну да, раньше мы спокойно сидели, каждый со своим компьютером и занимались непонятно чем. А что мы сегодня пьем такое? Мне кажется, это что-то не алкогольное. Да, сегодня мы первый день без алкоголя. Сегодня мы решили попробовать попить чаю, поскольку выпуск сегодня про психологическое здоровье. А алкоголь очень вреден для ментального здоровья. Так что мы, наверное, решили тоже немножко завязать. Он вреден не только для психологического здоровья, но еще вреден для фигуры. Потому что когда бюджета. ты... для бюджета, да, тоже. Подвела я тут бюджет прошлого года января, немножко так ужаснулась, на что мы потратили деньги. Но самая большая статья расходов, кроме ипотеки и кредита за машину, это путешествия, а потом одежда. Тоже. На еду вообще не очень много кто уходило. Да, тоже, каким-то образом компенсируем И солнечные себе. очки. Да, и солнечные очки. То иногда на выходных нечего делать, а ты просто идешь шопиться. И с онлайн-магазинами это стало еще более тяжело, тем, что ты в пару кликов можешь купить все, что нужно. Так что сегодня мы пьем чай. Сегодня Спонсор нашего чая — это наша зарплата, на которую мы купили... Чай пора заварить. От господина Усачева. Сегодня мы пьем зеленый чай с ананасом и чем-то там еще. На самом деле оказалось такое достаточно вкусное. Это идея сока чаев. Но рекламировать мы ее не будем. Да. Но если Усачев нас смотрит, мы... Контакты в описании. Да, вышли нам еще чайку. Либо давай договариваться, чтобы дистрибьюцию в Европе делать. Это что такое в России? Да, как-то странно. Вьетнам, Россия, Европа. Надо как-то хотя бы с Вьетнама напрямую. Вот. В Новой Зеландии мы не пили. Это, может быть, даже было хорошо, потому что пить нужно, когда тебе хорошо весело, и весело, да. А не когда тебе грустно. Потому что алкоголь, он как Были бы у нас деньги, может быть, и пили бы. Но, хотя нет, мы до этого не пили. Да. Кстати, перед тем, как уезжать куда-то в эмиграцию, бросайте курить. Что вам нужно сделать? Вылечить все болячки, зубы, бросить пить и бросить курить. Потому что вот это все, это очень дорого для бюджета. И даже не то, что по цене это дорого, это еще сложно вот ходить по врачам, с ними со всеми общаться. Они такие все не такие. Такие все не по-русски разговаривают. Да. Еще все эти термины, ты же знаешь их на русском, как они звучат. Тяжеловато. С алкоголем, если еще там пивасик, вино и прочее, это не так дорого стоит. Там основная проблема то, что когда ты пьешь, ты ешь, и деньги уходят больше на еду, чем на алкоголь. Но с куревом, да, курево, оно стоит раз в 10 там уже. Ой, да, в Новой Зеландии. Во-первых, там не будет вкусненьких сигарет, каких есть в России. Никаких Капитан Блэка вишневого, никакого ментола,
ментоловых воков, ничего не будет. Кстати, нам надо записать ролик, как мы бросили курить. Смотрите в следующих роликах о том, как... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, сердечко. Как там? Это модно. Акулька, Ты сердечко. главное не зигани. Я же не Илон Маск пока. Хотя он предлагал вроде как этим, что мы родили детей. У меня хорошая наследственность. Денег даст. Я могу поделиться моей яйцеклеткой. Я рожать сама не хочу. Ой, мы игрушку принесли. Мячик принесли. То... Ну, кстати, были бы животные, может быть, было бы лучше ментально, потому что... Животные очень помогают в эмиграции. Так же, как, кстати, как и дети, наверное. Ну, я делаю выводы. Потому что вам будет о ком-то заботиться. Вот тебе, кстати, может быть, поэтому было легче, что ты заботился обо мне. Тебе нужно было работать, чтобы заботиться обо мне. Вот были бы животные у нас или дети, нам нужно было бы тогда заботиться о них. Я вот смотрю на эти глазки наглые, кошачьи, и такая, вот ради вас же я работаю, чтобы вам корм покупать вкусный для ваших проблемных желудков. Так что заводите животных, а потом переезжайте. Ну и с детьми, возможно, да. Будет отвлекаться хотя бы на какие-то задачи детские. Будет отвлечение, будете все время замученными, усталыми, потому что детей тоже нужно развлекать. Ну, я в спортзал ходила. Что я там еще ходила? Я помню, даже бегать не начинала. Мы, по-моему, даже ходили в библиотеку общаться с местными. Ой, кстати, да, несколько раз мы ходили, там были бесплатные курсы, ну, не курсы такие разговорные, Да, встречи английского языка, приходили, ну, что-то мы пару раз походили и потом забросили. Я аудиокнижки там слушать начала, я там кучу всего переслушала. Помню, все антиутопии, которые были, я, помню, всех переслушала. Офигенский такой выбор книг. На русском, конечно. Ностальгия меня довольно-таки мучила. Вот она периодически сейчас меня мучает. Если бы были бы прямые самолеты, я бы раз в месяц, думаю, летала с своей ностальгией. Тебя больше не ностальгия. Сейчас тебя больше мучает то, что нету сервисов. Да. То, что ты хочешь пойти полечиться, допустим. Ну, я хочу сходить, сдать кровь и всякие там анализы, которые могу спокойно сделать в любое время в России. Здесь это стоит 700 евро, мы посмотрели. 700 евро. Нам попался рилс, где в Польше можно за 200 евро то же самое сделать. Там, кстати, есть и русскоязычные врачи. Вот мы думали между тем, чтобы поехать или в Молдову, или куда-нибудь в Балтийские страны, в Литву тоже, или вот теперь можно в Польшу. Потому что в Россию немножко так неудобно. Финляндия не открывает врата, потому что хочет какое-то там подтверждение от российской власти, что нелегальные мигранты к ним не будут переть. Мы тут про ментальное здоровье говорим, а не жалуемся. У меня от этого зависит мое ментальное здоровье в том числе. Через Турцию дорого, можно то ли через Сербию, то ли еще кто-то мне говорил, через что-то там, через Венгрию. Ну, это тоже там около 1000, наверное, будет евро. А я хочу прямой. Меня больше раздражало, я не понимала, почему другим иммигрантам нравилась эта Новая Зеландия. Они там ее хвалили, там кто-то серфингом приехал заниматься, кто-то еще с чем-то. Кому-то нравился им этот лайфстайл, то, что он спокойный такой. Кому-то нравилась природа, а мне не нравилось ничего. Мне вообще ничего не нравилось. Давай сделаем выводы, что нужно делать, чтобы не было таких проблем. Проблем психологических или да, ностальгии? Психологических. Психологические проблемы, на самом деле, сейчас очень много онлайн-психологических сервисов. Кто бы что ни говорил, это очень хороший, как минимум, вариант высказаться, с кем-то поговорить, с кем-то поделиться, и что человек это просто посидит, выслушает, потому что иногда, если вы едете с партнером, у партнера могут быть свои проблемы, он может быть занят, вам и хочется поговорить. Ну или иногда бывает, что не можешь чем-то поделиться таким, что... Да, совсем сокровенным. Это я с тобой уже могу поделиться всем, потому что... Ни один пуд соли съели. Да, а так, наверное, не все смогут рассказать там. Я могу тебе сказать же, что ты меня раздражаешь в каких-то моментах, а так некоторые не могут критиковать другого. Нужно говорить, что не нравится в поведении другого. Хороший совет для любого брака, то, что нужно говорить, что нравится, и нужно говорить, что не нравится. Не только критиковать всегда, но нужно говорить, что нравится, и что бы лучше бы изменить, и в чем с аргументами, не просто потому что, а почему? Иногда раз в месяц бывает потому что... Ой, не я. Вот сейчас потому что... Колька, нас обижают. Сексистские шуточки отпускают. Ну, у тебя был опыт работы с онлайн-психологом? Нет, я нашел себя в трудоголизме. А у меня был. Так мне не нужен был прям психолог-психолог. Я хотела поработать с коучем.
потому что у меня были, какие-то загоны такие. Это уже, кстати, здесь было. В Новой Зеландии ничего такого не было. Мы оттуда уехали до ковида, и все сервисы в то время были офлайн. Спасибо пандемии за переход на онлайн. А в Ирландии уже, да, меня что-то как-то меня переклинило. Мне не нравилась работа, мне не нравилось, как я выглядела, мне раздражал Дима, и что-то мне не нравилось, где мы жили. И я такая, а я ничего не делала. Мне просто не нравилось. Я не плакала, у меня не было уже такой плаксивости, как в Новой Зеландии. Меня просто все раздражало именно такое. Мне не нравится, но делать я ничего не хочу. Какая-то вот лень напала. Я обычно человек не сильно ленивый, но что-то как-то мне, видимо, все навалилось, и я не знала, с чего начать. Поэтому я решила найти коуча и как-то поработать с ним. Первая моя ошибка была в том, что этого коуча мне посоветовал знакомый. Не делайте так. Я надеялась, что все, что говорилось между мной и коучем, должно оставаться между нами. Но есть такое зло, как алкоголь. И она в один момент что-то там, ничего такого серьезного, но один момент рассказала, поделилась с этим нашим знакомым. А он сказал, что прикольно, что ты хочешь вот это сделать. Мне не очень понравилось, я сказала, что это не окей. Сразу подрывать доверие клиента, да. пациент-врач. И я перестала. В общем-то, сколько мы там, может быть, месяц даже с ней пообщались, я поделилась все, что меня тревожило, мы начали процесс похудения, какие-то моменты, которые мне все лень было делать, она заставляла мне их делать. В общем-то, это мне как-то Вы вместе соревновались, вы скидывали. Да, мы обе худели. Меня так немножко растормошило вроде как, и я начала после этого заниматься своими делами. Так что, в общем-то, ничего. Она при этом тебя уговаривала, как там, написать письмо? Написать письмо маме, да, потому что вот эти проблемы с родителями, они всегда есть. Вот написать письмо маме или поговорить с мамой лично, один на один, рассказать все, что мне не нравилось. Вот этот булшит, не во всех ситуациях он помогает. В итоге моя проблема с коммуникацией с родителями решилась тем, что я просто им прямо сказала вот эту тему не поднимать, иначе я просто не буду с вами общаться. Мне это неприятно, они, как адекватные люди, вроде как поняли, и сейчас у нас все прекрасное общение. Это, в принципе, сводится к тому, что нужно общаться с людьми. Нужно высказать, что нравится, что не нравится, и, скажем так, расставить все точки над «и». Еще, кстати, я сделала вывод такой, что родители же тоже и родственники, они же тоже люди. Они просто могут задавать вопросы, потому что им любопытно, потому что им на самом деле просто интересно. Не из-за того, что они хотят вас как-то задеть или за что-то там уколоть. Если вас, например, насчет детей. Вопросы, когда вы пойдете там ребенка завести. Если вас это задевает, значит, какая-то проблема в вас. Почему вас это задевает? Сказали они один раз, сказали они это 10 раз. Ответьте им нормально. Не хочу, не знаю, не могу, не знаю, через 10 лет... Денег нет, хочу как-то ребенка воспитать в богатстве, а не в бедности, или не в съемном жилье, а в своем жилье. Просто это. Или прямо не хочу эту тему поднимать, отстань. Или какой-нибудь там другой вопрос, когда за вторым. Тоже просто ответьте. Вы же тоже, наверное, им задаете какие-то вопросы, которые им могут быть неприятны. Они же тоже как-то с вами общаются. Да что ж такое? Все проблемы от недостатка общения. И в целом от того, что нужно просто общаться честно. То есть это вполне нормально, что людям может что-то не интересно, нравиться, да. Мне в Новой Зеландии тоже задавали такие вопросы, когда за ребенком. Я пару раз ответила, потом такая, так, девочки, давайте уже обсудим это честно. Этот вопрос может быть не тактичным. Представим то, что вы же не знаете все мои ситуации. Может быть, я не могу иметь детей, и поэтому я не завожу их. А вы задавай... Да. Они такие, а ты не можешь? А у нас есть прекрасный врач. И я такая, господи, ладно, эта тактика тоже не работает. Я говорю, отстаньте. Короче, это не по деловой этике так говорить, иначе к HR пойду. Так, с родителями, конечно, к HR не пойдешь пожаловаться на их поведение. С ними тоже можно нормально общаться. А по ностальгии еще один из хороших советов, как уменьшать уровень ностальгии и с ней справляться, это готовьте блюда, которые вы кушали в детстве, готовьте блюда, которые вам нравятся из вашей кухни. Лене повезло. Я готовлю. Да, я заказываю, а Дима готовит. Да. В целом еда — это огромный пласт культуры, огромный пласт воспоминаний, и просто научитесь готовить то, что, грубо говоря, там, не знаю, ваши родители вам готовили, либо то, что вы любили есть в ресторанах, кафе, это не тяжело. То есть сварить борщ — это... Да, или драники. Да. Вкусно. Что-то драники захотелось. Картошка есть, сметана есть.
А еще, как ты думаешь, нужно смотреть новости? На самом деле нет, что не нужно, как и местные новости в целом смотреть. То есть раз в неделю можно, вот мы как делаем, у нас есть раз в неделю Два Два инагента, которые... два инагента, мы их смотрим раз в неделю, и все, больше мы... Причем мы их смотрим там параллельно или крутим велотренажер, или на степпере ходим, что-нибудь, или там делами занимаемся, или в машине куда-то едем, Да, если за город. Чтобы не отставать вот в целом от повестки. Но каждый день смотреть новости бессмысленно, каждый день смотреть политических аналитиков — это бессмысленно. Не, я 2 раза подписывалась на ежедневные новости. Это первое, когда и смотрела новости там каждый час, когда СВО началась, и второй раз, когда Пригожин на Москву пошел. После этого, когда пару дней прошло, ну, Пригожиным там даже быстрей. Все, от всех новостных пабликов отписаться обратно, и живешь дальше в своем незнании. Да, ничего такого, что повлияет на вашу жизнь кардинально, вы не пропустите. В худшем случае вам придет оповещение на ваш телефон о том, что... Если что-то серьезно, и вам нужно это будет знать, то смс-ка вам придет от местных служб. Да, не то, что смс-ка, у того же Apple и Google, у них же есть эта система оповещения. Вот. А смотреть каждый день новости, это думскроллить, это, во-первых, и кажется, что весь мир идет куда-то в тартарары. Одно из таких больших вещей, когда если смотреть постоянно социальные сети, постоянно смотреть новости, там особенно криминальные сводки, кажется, что все друг друга убивают. В Ирландии так вообще постоянно режут на силу. Ага. А на самом деле это настолько маленький процент. Вот мне нравится смотреть это хорошо, потому что у них новости как раз не политические, а те, которые в обычных новостях не обсуждаются. Какие-то там открылся лекарство от рака или еще что-то. Кто-то рекорд Гиннесса поставил. Гиннесс. А, кстати, Гиннесс и Гиннесс — это одно и то же? Да? Ой, он что, ирландец? Кто он? Гиннесс. Ну да. Ну, это ирландское пиво, ирландская книга рекордов. Да? Да. Ой, Добро. поставим тебе лайк за это. Надо учить историю. Или не надо? Историю можно слушать ради забавных историй. Историю пишут победители. В Да, каждой стране... Ой, кстати, про У историю. ирландцев, как и у этих Fall Arms and Hawk, у них вышел как раз про историю. Про Да? то, как да, каждая нация рассказывает. что там. Оставим ссылку в нашем телеграм-канале. Вот здесь будет QR-код. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Мы там постим разные. Кстати, на нашем Бусти Патреоне скоро выйдет ролик с нашими блуперсами. Там будут маты, которые мы не можем здесь оставлять. Так что смотрите, будет весело. Да, и на самом деле все ролики выкладываются и на YouTube, и ВКонтакте, и в Бутси, и в Patreon, и все там это бесплатно. Так что если хочется смотреть на какую-то из этих платформ, смотрите. О чем мы там говорили? Что-то смешном. Про историю. В Новой Зеландии моя начальница. У них есть день, посвященный... Кстати, в Британии тоже есть, я думаю, во всех странах этих западных, английских. Когда они маг себе вешают, вот этот день памяти... Да, Анзак день, и вот день памяти погибших... в Первой мировой. Вообще во всех войнах, чаще всего в Первой мировой, потому что больше было в Первой мировой. И начальница такая: а Россия участвовала в Первой мировой? Она не так сказала, а вообще Россия участвовала в войне? И я такая, да. У них история в некоторых странах это просто как отдельный предмет. Они знают, учат историю... Вот у нас как было? Отечественная история и мировая история. Они учат отечественную историю своей страны. А мировая — это отдельный предмет. И ты, если хочешь, ты можешь его выбрать. Если не хочешь, ты его не выбираешь. Кто-то выбирает себе science, как они называют science, это смесь химии, физики, таких технических наук. Естественная наука. Да, science, наука. Кто-то выбирает там себе математику более углубленно, кто-то литературу. Кто-то английскую прозу. Именно английскую, да, может, мировую литературу. И это как отдельные предметы, потому что у них какие-то бальная система там. Да, они набирают себе, как они хотят изучать, поэтому у них нет такого, как... У них есть стандартные там такие в младших классах, а потом в старших классах уже то, что больше нравится. Кто-то информатику себе взял. И вот такие вопросики иногда у них. Поэтому то, что Задорнов говорил, что тупые вот эти американцы, нет, просто у них другая система. Это не у нас вот это вдолбить все, особенно по истории. Ты должен знать все даты. Зачем тебе они нужны? Никогда этого не понимал. До сих пор. Я вот вспомнил только реально пару дат. Я знаю, когда Петербург только основали. Когда? 1713. Один. В июне, по-моему. Потому что мы ходили на 300-летие с братом. И это было лето. Мировая и отечественная.
Вот это тоже года и даты, это помню. Остальное зачем мне там... Когда там Русь крестили? Еще один из таких советов, которые дают психологи и друзья, это то, что нужно выйти из зоны комфорта. Да, ты расстраиваешься, потому что ты пытаешься жить в своей зоне комфорта, а тебе нужно из нее выйти. Господи, какая же это дичь. Выйди из зоны комфорта, поешь говна. Да, это наша интерпретация вот этого совета. Что ты не ешь? Что ты в комфорте живешь и говно Да, не и, ешь ну-ка каждый иди день? ты из своей зоны комфорта и в свою зону некомфорта. Нет, люди, давайте строить свою зону комфорта всегда вокруг себя. У человека, к сожалению, жизнь коротка, 80 лет, 90 лет разумного. После 90 лет обычно что-то такое, кто не королева с своим мужем вообще до сотни дожили в разумности. Ну ладно, окей, 100. Кстати, смотрите Панчина, поддерживайте Панчина, он пытается там Найти как-то от старение. Лекарство от старости. Это, кстати, еще один из советов, что лучше смотреть вместо новостей. Научпоп. Научпоп. Да. Причем научпоп, именно нормальный научпоп, не какой-то там политический, типа еще одного инагента, как Шульман. Люди, уезжающие в эмиграцию, к сожалению, они немножко жить в своем бабле, в своем круге, и когда они не сильно поддерживают общение, отношения, и не сильно смотрят тех людей, которые находятся все еще в стране, откуда они уехали, они немножко начинают жить в другой реальности и рассуждать немножко так, не так. Мы все-таки продолжаем общаться и со своими родственниками, со своими друзьями. Те, которые живут в России, мы смотрим блогеров, которые тоже живут в России. У всех разные точки зрения, потому что люди мы все разные, и это нормально. И дискутировать тоже можно и нужно, не обвиняя кого-то в чем-то другом. Вот наши коты тоже дискутируют, но они обычно переходят на силу. Просто у нас младшенькая, она покрупнее так раза в 2, и она садится своей жопой На старшенькую. на старшенькую. Ну а старшенькая у нас более такая быдловатая и орёт постоянно, потому что Да. ей что-то не нравится. Ну так вот, что делать, если... Про зону комфорта? Да, про Создавай зону ее вокруг себя. Что, делаем вывод? Да, и мы решили чуть-чуть переделать наш видеоформат, потому что ролики по 2 часа... Это смонтирование, они почти 2 часа, а не смонтирование, Да, они это все было часа 3 были. 3 или 4 часа мы записывали. Да, мы решили их разбить все-таки немножко на меньшие главы, как минимум там минут 40-час. Поэтому сейчас мы будем переходить к выводам. Да, у нас просто первые 3 ролики это была трилогия «Матрица», трилогия вот «Эмиграция». А следующие уже ролики будут такие более тематические. Так что вот этот депрессию, ностальгию и выход из зоны комфорта, следующие уже будут остальные темы. Ну, давай сделаем выводы про депрессию. Если у вас именно просто грустняшка, то себя занимайте чем-нибудь там другими делами и общайтесь с людьми побольше, потому что люди, человеки социальные животные, минимум общение то, что надо. если вы Кстати, это по выскажете. последнему исследованию, где мы там слушали, что те люди, которые общаются, те люди, которые в браке, они живут дольше. Одиночество, оно Как приводит... эти британские ученые. Да, одиночество приводит к тому, что начинаются именно физические уже болезни, потому что человеческая психология, человеческий организм в целом — это социальный организм, и если он не выполняет свои социальные функции, значит, что-то не так, значит, организм начинает болеть. И если вы затворник, то вы, скорее всего, чаще болеете. Поэтому даже если у вас нет друзей, с которыми можно встретиться, попробуйте найти хотя бы себе онлайн-друзей. В те же самые онлайн-игры. Да, в те же игры, да, можно спокойно. Те же группы какие-то по интересам. На настольные игры ходили, играли с другими людьми. Можно также на группы разговорные английского или какие-то книжные клубы. Еще есть бесплатных таких ивентов, где можно на 1, 2, 3 походить. Кстати, вспоминается фильм «Бойцовский клуб», когда он ходил в группу по заболеванию раку яичек, группа там алкоголиков, группа еще какая-то. Он же тоже это от одиночества делал, да. Потому что он уснуть не мог. Вот, общайтесь с людьми, даже если не хотите. Все равно кого-нибудь по интересам вы найдете, с кем... Вот мы же друг друга нашли. Кстати, можно будет рассказать, как мы друг друга нашли. Да, в одной из каких-нибудь следующих серий. У меня есть идея... Можно ли заводить романы на работе? Нужно. Не знаю, сейчас, кстати, в современном мире, может быть, и, по крайней мере, в западном это не очень поощряется. Хотя мы тоже сегодня слушали, что в Америке военные, особенно на кораблях, да
Да и не только в Америке, мне кажется. На кораблях, если женщина есть, то На подводных лодках, на кораблях, да, количество да, драк и конфликтов среди экипажа увеличивается. увеличивается. И еще увеличивается количество женщин, которые уходят в декрет. Ну, это там другая причина была. Ну да, потому что в Америке у военных это все оплачивается, а у реальных и даются отпуска еще, а в реальной жизни в Америке это не дается никакие отпуска по уходу за ребенком там, по родам. Типа это вам надо. Хорошо, это вывод про депрессию. Теперь вывод про Ну а ностальгию. если, не, подожди, а если это какая-то что-то вы уже не можете справиться, и вы подозреваете какое-то у себя там именно уже на физическом уровне нарушение, тогда к врачу. Всегда можно обратиться к какому-то онлайн-психологу, чтобы просто с ним это обсудить. И уже онлайн-психолог сможет понять, это именно депрессия клиническая, то, которое нужно лечить препаратами. От такой депрессии нельзя уйти в работу, потому что это уже физиологическое изменение, там, где нужны именно антидепрессанты, которые организму помогут там переносить эти... Нарушение в нейронных связях. Да, там не нарушение в нейронных связях, там Разница. обратный захват серотонина не происходит. Ну, в общем, да, умные слова. Это уже физиологическое изменение, и там уже нужно медикаментозное лечение. Это уже где психолог нужен. И даже Ну, вот за психотерапевт. границей такое ощущение, что успокоительные вот эти антидепрессанты прописывают всем. Мне ни разу не прописывали. А ты ходил? Ну, Нет. нет. Удивительно, почему тебя не прописывали? Если не Нет, хотите. ну просто интересно даже, вот если сходить, пропишут. Если пропишут, без анализов особенно, ну, плохой, значит, психолог и психотерапевт или кто он там. Кстати, Водовозов, по-моему, хороший. Не у водовозов, но антропогенез. Ученые против мифов. У них там была хорошая лекция про что такое депрессия. Какая последовательность? Сначала психолог, если видит какие-то, что это уже психологические проблемы, к психиатру отправляют, а психиатр уже как врач Уже назначает препараты, да. сначала анализы, а потом препараты. Большинство вещей, которые сейчас называют депрессией, это не депрессия. Это, как мы уже говорили в предыдущих роликах, это либо выгорание, либо капризки, Ну, либо скука, непонятно, чем заняться, какие-то неудачи, ожидания не соответствуют реальности. Это все... пускание рук. Да, пускание рук. Это все не депрессия. Это все-таки жизненные трудности. И с ними это тоже тяжело, но антидепрессанты жрать не надо. И алкоголь пить тоже. Да. Алкоголь — это катализаторы. Алкоголь, если вам хорошо, делает еще лучше, если вам плохо, делает еще хуже. А про ностальгию не смотрим новости никакие, ни местные, ни своей страны. Или там ограничиваем там недельными дайджестами какими-то. Кушаем и готовим сами себе еду, которая вам нравилась в детстве. Искать группы по интересам со своим родным языком. Но я бы, наверное, все-таки не сильно рекомендовала бы. Потому что это скорее вы вместе будете собираться и жаловаться про то, как здесь плохо, Да, и как как все дома плохо, было и как хорошо. дома хорошо. Проходили... Ностальгия в целом это нормальная реакция психики, которая запоминает все хорошее и забывает все плохое. Поэтому через 5-10 лет вам будет казаться то, что насколько хорошо же было дома. Ну да, те люди, которые переехали еще в 90-х, они такие: о, как в России было хорошо. А мы тут приезжаем там, иногда на недельку и такие: о, теперь мы понимаем, что мы оттуда уехали. Поехали обратно. Ну, главная причина, мне что в России раздражало, это дороги дурацкие. Мне надоело. Был какой-то период, что я каждую неделю пробивала себе колесо. Мне то камень прилетит с какого-то автомобиля, стекло разобьет, то колесо отвалилось у автомобиля впереди идущего, тоже мне дверь поцарапала на трассе. Я такая: да что ж такое? Потом я просто в яму попала, которой не было вчера на этой дороге. Что-то мне хочется жить в стране, где с дорогами все более-менее. Вот. И теперь я здесь. И последний выход из зоны комфорта. Не выходите, создавайте комфорт вокруг себя. Жизнь коротка, нужно наслаждаться ей. Да, жизнь дана, чтобы ей наслаждаться, а не для того, чтобы ставить себе испытания и превозмогать. Не, превозмогать можно, если вам это доставляет удовольствие. Мне, например, нравится. Я не могу, когда у меня все стабильно, мне становится скучно. Мне нужно обязательно что-то достигать, в новую страну переехать, например, работу поменять. Как говорится, каждые 5 лет ты должен что-то кардинально менять. Или место жительства, или работу, или мужа. Мужа я поменять не могу и не хочу, вот и меняем или место жительства, или работу. Да. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, рассказывать о нас своим друзьям и задавать вопросы в комментариях. Обязательно переходите в наш телеграм-канал, пишите там свои истории, с чем вы столкнулись, какими-то там проблемами. Может быть, мы что-то упустили или забыли, и вы тоже об этом расскажете. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих роликах. Да. И всем пока-пока. Пока-пока.